Poco M3, Poco F3, Mi 11 Lite, Redmi Note 10 Pro, кстати, горячая новиночка. Mi 11 Lite и Redmi 9 не такая горячая новиночка. Это все, что я успел быстренько так найти в студии, когда бежал из основного помещения, где все мы работаем, сюда, в съемочное пространство. Друзья мои, Xiaomi невероятно плодовит в плане устройств, и сегодня будем разбирать весь путь этой компании от самого начала. Разберемся с азов и до текущего момента. Попробуем понять, почему Xiaomi настолько успешно. По итогам первого квартала этого года Xiaomi заняла лидирующую позицию на 12 мировых рынках и входит в топ-5 в 62 странах. Xiaomi номер 1 в России и Испании, номер 2 в Италии, номер 3 в Германии и Франции. И это статистика только по смартфонам. А ведь у Xiaomi огромное количество других, не менее успешных направлений. Друзья мои, я вас приветствую. Меня зовут Илья. Сегодня говорим про Xiaomi. 6 апреля 2010 года Лей Цзюнь зарегистрировал компанию Xiaomi, а уже спустя несколько месяцев в свет увидел первый продукт. Это была кастомная Android-прошивка MIUI. Почему именно прошивка и почему именно она стала невероятно популярной? Причин несколько. Первое — это сам Android. В 2010 году это был кривой, косой и крайне лагучий продукт, которым пользоваться без слез было просто невозможно. И поверьте, слезы это были не от переполняющего юзера счастья. В те далекие времена производители делали прошивки своих устройств как попало. Просто потому что по-другому они не умели. Поддержка и оптимизация хромали на обе ноги. И через год-полтора после покупки смартфона вы запросто могли остаться без обновлений. Такая ситуация и послужила благодатной почвой для развития и процветания кастомных прошивок. Их были сотни, если не тысячи, и MIUI была одной из лучших. Возможно, она не была самой продвинутой по части кастомизации возможностей, но она являла собой максимально целостный продукт, нацеленный на простых пользователей. MIUI имела максимально простой и дружественный пользователю интерфейс, вобравший в себя сильные стороны iOS и Android. Также приятно выглядела и шустро работала как iOS, и при этом имела богатые возможности кастомизации, как и любой Android. Зачастую, после того, как вы накатывали MIUI на ваше устройство, вы получали прирост в автономности, плавности и стабильности работы. По сравнению со стоком, поддержка обновлений MIUI была просто бесконечной. Переходя на MIUI, вы могли получать апдейты Android 3-4 года, а популярные устройства поддерживались даже дольше. MIUI писали под огромное количество устройств. Сборки выходили регулярно, и очень скоро MIUI обросла множеством фанатов, которые принимали активное участие в разработке и улучшении прошивки. А Xiaomi, в свою очередь, всегда максимально поощряла и поддерживала своих фанатов. Это на самом деле очень здорово, когда бренд обращает такое внимание к своей фан-базе, что, в общем-то, помогает увеличивать лояльность аудитории и наращивать эту самую фан-базу. Причем не только глобально, но это происходит также и на локальных рынках. Например, для наших отечественных российских фанов Xiaomi запустила проект Mi Road Movie, где как раз все желающие совершенно бесплатно могут ознакомиться с кинематографическими возможностями флагмана Mi 11. Проект запущен с 26 июня, продлится по 11 июля, и в Казани он уже вовсю проходит, а с 9 по 11 июля с 4 до полуночи все это действо будет происходить на наших югах, в Сочи. В Олимпийском парке возведут специальные павильоны, где все желающие могут совершенно бесплатно ознакомиться с теми самыми кинематографическими возможностями флагмана Mi 11 и самостоятельно попробовать, каково это снимать кино на смартфон. Помимо этих специальных съемочных площадок, на территории Mi Road Movie будет еще и амфитеатр, специальные лаунж-зоны, и даже если вы придете с ребенком, детям там тоже будет чем заняться, потому что там будет площадка со специальными детячими развлекухами. Естественно, будут проводиться розыгрыши. Помимо уникального мерча, будет шанс еще и выиграть смартфон Xiaomi Mi 11 Lite. Тонкий, легкий, современный и очень красивый. В общей сложности будут разыграны более сотни призов, поэтому если вы уже заинтригованы, в описании есть ссылка. Сходите, посмотрите, узнайте все подробности. Ну а мы продолжаем. Большинство остальных кастомных прошивок создавались энтузиастами, которые делали это бесплатно. Рано или поздно им это надоедало, и проекты просто-напросто закрывались. А MIUI разрабатывала компания, и поэтому прошивка стабильно развивалась и хорошела не
не по дням, а по часам. Но у такого подхода есть и недостаток. Программистам нужно платить. А где брать деньги, если MIUI — это бесплатный продукт? Дело в том, что это продукт в первую очередь для китайского рынка, а китайский рынок целиком и полностью отличается от любого другого американского или европейского. Там созданы фактически такие условия, что локальные компании, локальные сервисы и локальные бренды имеют доступ к огромной аудитории, к которой не имеют доступ как раз те самые компании с европейских и американских рынков. Таким образом, Xiaomi просто-напросто захватывает этот рынок, получает аудиторию, которой затем уже можно показывать рекламу и каким-то образом монетизировать свой продукт. Все-таки насколько ловкий и грамотный шаг сделать хороший бесплатный продукт, чтобы получить аудиторию, которой затем уже можно продавать продукты за деньги. Благодаря своим достоинствам MIUI быстро набирала популярность, но не так быстро, как хотелось. Не все потенциальные пользователи могли разлочить бутлоадер, поставить кастомный рекавери и накатить MIUI на свое устройство. Согласитесь, все эти заморочки — это такой знатный и сдерживающий фактор на пути к росту и мировому господству. Поэтому у руководства компании созрел просто гениальный план. Чтобы оградить пользователя от всех приключений с бутлоадерами, можно просто продавать устройство с уже предустановленной MIUI. Рынок смартфонов в те времена был переполнен, а конкуренция ожесточенной. Напомню, тогда все еще существовали и были крайне успешны такие компании, как Motorola, Sony, LG, HTC, Samsung, Nokia и даже BlackBerry. Вопрос: что же может заставить потребителя купить смартфон никому неизвестного китайского бренда? Правильный ответ только один: низкая цена. 18 августа 2011 года мир увидел первый смартфон Xiaomi Mi 1. Дисплей на 4 дюйма с разрешением 854 на 480. Процессор Qualcomm Snapdragon S3 8260. 1 гигабайт оперативки и 3 варианта внутренней памяти: 4, 8 и 16 гигабайт. Основная камера с разрешением 8 мегапикселей, и из коробки Mi 1 работал на Android 2.3.6 с MIUI версии 2.3, а впоследствии обновился до Android 4.2. Батарея у Mi 1 была по меркам конкурентов просто огромной — 1930 мАч, и позволяла работать устройству до 2 дней. Первый смартфон компании какой-то особенной революции не произвел, но он сделал нечто значительно более важное для компании. Он заявил миру о Xiaomi. Все компоненты смартфона, возможно, кроме дисплея, были флагманскими, и при этом сама трубка стоила значительно ниже, чем флагманы известных на тот момент брендов. Но просто так, пойти в магазин, выдать там продавцу $300 и купить себе смартфон Xiaomi было невозможно, потому что Xiaomi продавала свои трубки по очень хитрой схеме. Фактически, она продавала воздух. И это еще одна причина головокружительного успеха компании Xiaomi. Mi 1 продавался по предзаказу с предоплатой. При этом у компании не было в наличии устройств и даже не было своих производственных мощностей. Xiaomi собирала средства с предзаказов, формировала крупную партию и затем искала фабрику-исполнителя. По сути, Xiaomi производила смартфоны за деньги покупателей на чужих заводах, устанавливала туда свою операционку и наращивала свою фан-базу. Такой подход устраивал всех. Пользователи получали крутой девайс за копейки, а Xiaomi — лояльных пользователей. Mi 2 не заставил себя долго ждать. Продажи стартовали через год, 16 августа 2012 года. Это был, конечно, настоящий убийца флагманов. Компания проделала работу над ошибками и снабдила новую модель IPS-экраном на 4,3 дюйма с разрешением 720p. Работал смартфон на Snapdragon S4, имел 2 гигабайта оперативки и накопитель на 16 или 32 гига. По производительности Mi 2 обходил всех. Конкуренты подтянулись только к концу 2012 года. Естественно, Mi 2 ждал успех. Смартфон улетал как горячие пирожки. К сентябрю 2013 года было продано более 10 миллионов устройств. В следующем году компания запустит еще более успешный Mi 3, но 2013 вошел в историю компании благодаря рождению новой линейки Redmi. Именно благодаря Redmi Xiaomi завоевала рынок и титул короля бюджетного сегмента. Конкуренция в этом сегменте крайне ожесточенная. Куча брендов делает недорогие смартфоны. При этом трудно выделяться за счет цены. Если у флагманских устройств большая наценка и Xiaomi готова была пожертвовать ею, то у бюджетных девайсов наценка минимальна и жертвовать там попросту нечем. Поэтому выход один — брать качеством. Если сравнивать устройства Redmi с конкурентами, то вы обязательно найдете как минимум одно, а то и сразу несколько
несколько преимуществ смартфонов Xiaomi. В то время, когда все бюджетники оснащались отвратными дисплеями, в Redmi стояли сносные IPS-матрицы. Во времена, когда большой экран был прерогативой дорогих устройств, Xiaomi сделал его народным, выкатив суперпопулярную линейку Redmi Note. Большинство бюджетных девайсов имели пластиковые корпуса. В то же время Xiaomi не стеснялась делать свои Redmi металлическими. При этом качество сборки со времен Redmi Note 4 у Xiaomi было не хуже, чем на флагманах именитых брендов. Redmi практически всегда имели огромную батарею, снабжались инфракрасным портом и стоили недорого. Redmi — это поистине легендарная линейка, которая стала для Xiaomi настоящим локомотивом. Именно благодаря Redmi Xiaomi получила свое гордое звание топ за свои деньги. И тут же возникает вопрос. Xiaomi делает свои смартфоны из абсолютно тех же компонентов, из которых собирают трубки Samsung и куча других известных брендов. Каким образом? Почему у них получается сделать трубку дешевле? Есть ряд уловок, благодаря которым Xiaomi держит цену ниже, чем у конкурентов. Во-первых, у компании нет собственного производства. Это значит, что не нужно строить заводы, не нужно тратить деньги на инфраструктуру и поддержку этих заводов. Это сплошная экономия. К тому же в Китае есть выбор. Сегодня ты, как компания Xiaomi, размещаешь, например, заказ на Foxconn, а завтра к тебе приходит, скажем, Pegatron с гораздо более выгодным предложением для того, чтобы ты, Xiaomi, разместила свой следующий заказ на Пегатроне, а не на Foxconn, например. Именно благодаря такому подходу у Xiaomi получается штамповать по сумасшедшему количеству новых трубок в год и при этом быть глубоко прибыльной компанией. Нет больших затрат на маркетинг. Так было до недавнего времени. В последние годы Xiaomi активно вкладывается в пиар, но на этапе развития и становления расходы на рекламу и продвижение были минимальны, а это значит, что компания могла себе позволить ставить цену на смартфон немного ниже конкурентов. К тому же у Xiaomi реклама и так работала лучше конкурентов. Xiaomi обрела популярность за счет сарафанного радио, форумы, соцсети, комментарии на YouTube полнятся фанатами Xiaomi. В итоге пользователи сами делают рекламу, а бренд экономит уйму денег и просто делает хороший продукт. Экономия на упаковке. Xiaomi использовала максимально дешевые переработанные материалы с применением минимального количества полиграфии. В итоге коробки имели свой неповторимый минималистичный стиль, и помимо экономии, таким образом Xiaomi получала дополнительный пиар как заботящаяся об окружающей среде компания. Так, год за годом корпорация сформировала в головах потребителей устойчивое мнение: Xiaomi топ за свои деньги. Имея такую репутацию, глупо было бы ее не монетизировать. Компания начала экспериментировать с выпуском различных групп товаров на рынок. Пауэрбэнки, зарядки, кабели и подобная мелочевка от Xiaomi зашла на ура. Еще одним феноменально успешным продуктом стал Mi Band. Во времена появления Mi Band было очень жарко. В 2014 году только ленивый не пробовал выпускать свои носимые устройства. Доминировали Fitbit и Jawbone. Но пришла Xiaomi и просто выжгла напалмом всех конкурентов. Первый Mi Band умел делать все то же самое, что и конкуренты, но при этом стоил в 3-4 раза дешевле. В итоге за первые 2 года было продано порядка 20 миллионов трекеров. Каждая новая модель была лучше и отвоевывала все большую долю рынка. Благодаря Mi Band и другим дешевым товарам вроде пауэрбанков компания подсаживала на свой крючок потенциальных клиентов. Это еще один хитрый ход Xiaomi на пути к успеху. Человек покупает недорогой пауэрбанк, наушники или Mi Band за смешные деньги и получает клевый гаджет, который полностью оправдывает ожидания. В итоге потребитель невольно становится фанатом Xiaomi. Когда вставал вопрос о покупке смартфона, естественно, такой человек при прочих равных отдавал предпочтение смартфону Xiaomi. Успех Mi Band дал Xiaomi понять, что не только в смартфонах можно изрядно преуспеть, но и существует также огромное количество других направлений бизнеса, в которых также можно стать безумно успешными. Другой вопрос: а как понять, что конкретно это выбранное направление будет успешным? Можно взять целый ворох маркетологов, заплатить им огромное количество денег, провести всеобъемлющее исследование рынка, затем построить заводы и выпустить, возможно, уже никому не интересный к этому времени продукт. Но это, согласитесь, не путь Xiaomi. Слишком как-то банально, поэтому компания делает иначе. Она просто напрямую сразу же спрашивает аудитории: ребят, а чего хочется? И когда понимает, чего хочет аудитория, берет у этой аудитории деньги и производит продукт. В итоге
Все счастливы? Именно таким образом появилась краудфандинговая платформа Youpin, которая является нашим, я не знаю, постоянным поставщиком в рубрике AliExpress головного мозга, потому что там действительно великое множество различных товаров, и при этом все вполне достойного качества. Как это работает? На площадке появляется подробное описание продукта, а также сумма средств, которая должна быть собрана для успешного старта массового производства. Пользователи выбирают понравившийся проект и голосуют рублем, то есть юанем. И если нужная сумма не набирается за определенный срок, то деньги просто возвращаются всем вкладчикам. Плюсы для вкладчиков очевидны. Они получат продукт первыми и зачастую по очень заманчивой цене. Производители, по сути, не рискуют своими деньгами и могут экспериментировать с выпуском различных продуктов. В итоге на рынок могут попасть самые необычные продукты. Таким образом рождается невероятное разнообразие. Площадка Youpin принадлежит Xiaomi, но производством и поставкой продуктов может заниматься практически любая добросовестная компания. Xiaomi тщательно следит и контролирует качество. Компании, которые выпускают успешные продукты, Xiaomi поглощает. Так Huami, Midze, Akara, Elite и другие компании стали частью Xiaomi. Еще один важный шаг на пути к успеху — поэтапная экспансия мировых рынков. Xiaomi первые годы своего существования занималась становлением и развитием на родном рынке. Сначала Xiaomi встала на обе ноги на огромном домашнем рынке, а затем окучила не менее лакомый индийский рынок. Таким образом, с минимальными затратами Xiaomi получила доступ к трети населения планеты. Минимум усилий и максимум выгоды. Гениально! Затем была экспансия в Южную Америку, Мексику и Восточную Европу. Сейчас Xiaomi уверенно себя чувствует на большинстве мировых рынков и входит в тройку топ-производителей. Однако очень важный рынок так и не покорился Xiaomi до сих пор. США — это самый лакомый кусок пирога, и этим пирогом Xiaomi делиться никто не собирается. За этот рынок ведется ожесточенная война. Вспомните патентные споры между Apple и Samsung. Да и недавняя расправа с Huawei еще свежа в памяти. Xiaomi понимает, что не вывезет подобных потрясений и даже не пытается продавать смартфоны в Штатах. Однако же потихоньку прощупывает почву за счет других продуктов. На американском сайте компании можно заказать электроскутеры, элементы умного дома, ТВ-приставки и проекторы. Xiaomi не стоит на месте, растет и трансформируется. Сейчас мы с вами наблюдаем очередной виток развития. Судя по всему, Xiaomi в ближайшее время попытается зайти в нишу премиум устройств и частично попытается избавиться от клейма производителя доступных телефонов. Для этого компания уже предприняла ряд шагов. Например, сегментация по брендам. Redmi — это тот самый трушный Xiaomi. Redmi — это дешево и сердито, топ за свои деньги. Это та самая старая добрая Xiaomi, которую все любят и ценят. Максимум качества и функциональности за минимум денег. Бренд Black Shark — это геймерские устройства для тех, кому нужен максимум производительности, максимум гиковости и максимум RGB-шности. Бренд Poco — это по сути премиальный Redmi. Poco нужен компании для экспансии на новые рынки, поэтому бренд предлагает чуточку больше, чем Redmi. Возможно, с помощью Poco Xiaomi попробует зайти на западные рынки. Именно поэтому Xiaomi не особо аффилирует себя с Poco и даже слегка дистанцируется, максимально выделяя Poco в отдельный бренд. Нужно это все на случай тех самых патентных войн, судебных исков и санкций. Если у Poco ничего не получится на западных рынках и компания попадет под банхаммер, то материнский бренд Xiaomi от этого не особо пострадает. Ну и, собственно, бренд Mi. Этот бренд нужен компании для борьбы на рынке ультрафлагманов. Ранее флагманы стоили 800, максимум $1000. За эти деньги вы получали ультимативное и бескомпромиссное устройство, в котором сочетались все самые передовые достижения индустрии. Сейчас ситуация поменялась. Мы видим развитие нового класса ультрафлагманов с ценой от $1200. С каждым годом нас, как потребителей, все труднее удивить, просто нарастив гигагерцы, мегапиксели и гигабайты. Мы хотим от флагманов что-то больше, но творить технологическую революцию каждый год просто-напросто невозможно. Однако это не останавливает производителей. Зачастую эти попытки удивить ложатся грузом на карман потребителя. Так мы получаем дорогущий фотофлагман с дикими камерами на 100 и более мегапикселей, бесполезные порой зум-объективы, бестолковые сгибаемые устройства, но не следовать этим трендам значит отстать и проиграть. И это не вариант для Xiaomi. Теперь представьте, что будет, если компания все же пойдет на поводу у рынка и начнет внедрять эти дикие
эти инновации в свои дешевые смартфоны. Так как эти инновации все еще дороги сами по себе, то демпинговать в данном случае не получится. Xiaomi пока не может сделать гибкий Redmi за $300 просто потому, что такой дисплей стоит 500. Отчасти поэтому Xiaomi выделила Mi в отдельную линейку. Именно Mi устройства будут первыми получать самые крутые продвинутые технологии, но за это придется платить. И цена будет не меньше, чем у остальных. Вот такая краткая ретроспектива Xiaomi у нас получилась. На самом деле не такая уж и краткая, но я думаю, что вам было интересно, потому что Xiaomi — это действительно компания с занятной историей, погрузиться в которую, мне кажется, всегда полезно. Я считаю, что нам нужно продолжать и делать ретроспективу, например, каких-то других брендов. BlackBerry, HTC, их же огромное количество, поэтому комментарий в вашем распоряжении. Поставьте, пожалуйста, большой палец вверх, потому что на такие видео вы не представляете, какое количество сил и времени уходит. Это вам не айфоны распаковывать. Хотя и это делать тоже, безусловно, нужно. Большое вам спасибо за просмотр. Счастливо. Пока. Было. Вот прям про HTC хочется, на самом деле. Вот хочется. Вот очень... Вот на самом деле огромное количество компаний благополучно загнулось. HTC, в общем-то, в их числе. Но при этом вот жалко именно HTC, потому что они делали крутой продукт. Вот One M8, я помню, вот там куча была классных устройств, которые называли айфонами на андроиде. Так что мне нужны ваши лайки. Понаставьте лайков, и мы сделаем вам историю HTC.